Всем привет, друзья! Я Данил Жилянин, но вы, получается, на моем канале про петь. Очень рад вас здесь сегодня всех вновь лицезреть и радовать контентом. Повод-то какой? Очень хороший, очень долгожданный. Евровидение 2026 вот уже стоит на пороге. Мы его готовы встречать, слушать, подпевать, любить, стримить и так далее и тому подобное. И, конечно же, обсуждать. Зачем мы сегодня здесь с вами и собрались. Уже третий год подряд я снимаю ролики про Евровидение, и мне это очень нравится. Я очень люблю этот конкурс, и теперь еще вот люблю его обсуждать вместе с вами, моя прекрасная аудитория. Спасибо, что вы смотрите, поддерживаете. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, спасибо. Если вы этого еще не сделали, сделайте обязательно. Я там всегда 24/7 вообще рассказываю все, что у меня происходит в жизни. Я вот сейчас уже живу на Бали, не в Сербии. Так что, чтобы оставаться со мной всегда на связи, переходите в мой телеграм-канал, подписывайтесь, буду очень рад. В этом году я решил немножко расширить поле контента, да, чтобы у вас появилась возможность видеть меня чуть чаще. Я решил завести Boosty-канал, на котором я буду выкладывать экстра-контент, который немножко не подходит под рамки Ютуба, но который тоже мне приходит в голову, и мне нужно его куда-то вот внедрять, дарить его кому-то, поэтому подписывайтесь, пожалуйста, по ссылочке на мой Boosty-канал. Подписка стоит минимальных абсолютно денег, но для меня это очень много значит. Там сейчас уже есть реакции на все песни Евровидения 2026, под каждую песню отдельный ролик, 35 роликов, поэтому переходите. Я еще не до конца их выложил, но вот в течение ближайшего времени какого-то я обязательно довыкладываю. Там будет много всего и разнообразного контента, поэтому буду очень рад, если вы меня и там еще поддержите. Так вот, Евровидение 2026. Сегодня обсуждаем с вами первый полуфинал его участников. Буду рассказывать все, что мне удалось нарыть в интернетах про каждого из них. Сплетни, скандалы, какие-то детали их номеров, песен, вообще все. В этом году я прям тщательно готовился, собирал информацию несколько месяцев, и, знаете, ее накопилось достаточно много. Начнем мы с того, что Евровидение у нас в этом году началось со скандалов. Уже просто не новость, уже фишка. Последние годы, время такое, извините. Во-первых, у нас 35 участников всего лишь. Это ничтожно мало за последние 23 года. Такое было последний раз в 2003 году. Могло бы быть 40 стран-участниц, но всего лишь 35. Почему так произошло? Во-первых, у нас есть отказники, да, те, кто написали отказ. Было голосование за то, будет ли участвовать дальше Израиль в Евровидении. Проводили съезд Ассамблеи Европейского вещательного союза. Там провели голосование. Все страны-вещатели проголосовали, и в итоге решили, что Израиль остается на конкурсе. Но некоторые особо недовольные страны, а именно Ирландия, Испания, Исландия, Нидерланды и Словения, высказали свою фи, сказали, что мы тогда участвовать в Евровидении вашем не будем, потому что мы против действий Израиля, и поддерживать это все не собираемся. Собственно, из-за них у нас такое маленькое количество стран-участниц. И как-то вот эти скандалы, они начали сразу же негативить на этот евровизийный год. Вроде пытался вещательный союз европейский сделать что-то интересное к 70-летию. Во-первых, поменяли голосование. У нас теперь в полуфиналах снова будет голосовать и жюри, и зрители, как это было раньше. Вот они каждый год там что-то меняют, что-то мудрят, пытаются актуализировать как-то и возобновить что-то в системе голосования, чтобы сделать ее лучше и лучше и лучше. Все, идеальный вариант за 70 лет уже не могут найти. Помимо этого, еще у нас теперь нельзя будет зрителям голосовать больше 10 раз за одного понравившегося участника. Это сделано с целью, чтобы не было накруток, потому что некоторые страны, в частности, Израиль, у нас любит делать рекламу своих участников, это поддерживается все властями. Вот теперь нельзя, это будет все, за этим всем будут следить, все это будет пресекаться. Также они поменять решили идентику Евровидения, конкурса, поменять, эмблему. Тоже все засрали, тоже все это было очень плохо, очень дешево выглядело. Сейчас уже подпривыкли как-то более-менее, но изначально, правда, это казалось очень плохим, дешевым вообще ходом. Зачем они это сделали? Да ладно, мы это уже схавали. Допустим. Решили они, Европейский вещательный союз, организовать лайв-тур с самыми яркими участниками за все 70 лет конкурса песни Евровидения. В некоторых городах Европы организовать концерт, на котором выступали бы яркие звезды Евровидения, там Верка Сердючка, Лорди, Алессандра. Организовали они все это, начали продажу билетов, потом внезапно прикрыли. Сказали, мол, все,
Не будет этого лайв-тура, прикрываем мы эту лавочку. По неизвестным там каким-то причинам решили сосредоточиться на проведении яркого, классного 70-го конкурса песни Евровидения. Сначала никто ничего не понял, а потом, как оказалось, что это было сделано по причине того, что билеты продавались очень плохо. Тоже это все наложило отпечаток на то, что нас ждет какой-то провальный абсолютно год на Евровидении. И я на это все смотрю и думаю, ну все, сейчас что 35 участников. Если опять какая-то будет просто полная шлакотня среди представителей, как было прошлые года, скукотища полная, то вообще можно писать пропало на этом конкурсе Евровидения. Но нет. Представляете, в этом году очень яркие, очень интересные, очень разнообразные участники. Я не скажу, что у меня прям очень много фаворитов, но, как мне кажется, участники реально разнообразные, какие-то интересные тренды новые, какие-то новые приколюшки, заявки, формы. Это интересно, правда. И, конечно, там не обошлось без скандалов, куча скандалов, это мы все обязательно обсудим. Но за этим интересно наблюдать, к этому интересно готовиться. Я с огромным удовольствием подготавливал сценарии для этих роликов. В сравнении, например, с прошлым годом, это для меня просто была каторга какая-то. В этом году нет, все шло как по маслу. Поэтому сейчас мы с вами это все тщательно обсудим. Всех, кого надо, засрем. Всех, кого не надо, тоже засрем. О фаворитах поговорим. Присаживайтесь поудобнее, открывайте там какие-нибудь вкусняшки, кушанья, наливайте себе вкусненького. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, если вы этого еще не сделали. Вы смотрите мои ролики без подписки. Вы что творите? ЖКХ обязательно оформляем. Ставьте лайк, пожалуйста, поддержите меня, напишите комментарии. Сейчас нужно бороться, ребята, за внимание на Ютубе, потому что со всеми этими ограничениями интернетов в России надо как-то захватывать внимание. Пожалуйста, помогите мне, люди добрые. Давайте уже начинать, наконец-таки. Обсуждать у нас много чего. Итак, откроет первый полуфинал Молдова. Исполнитель Сатоши с песней «Вива Молдова». Да здравствует Молдова. После того, как он поучаствовал в отборе, появились некоторые недоумения в некоторых СМИ о том, что эта песня плагиат. Российская группа, представляете, дискотека «Авария». Но, если честно, я плагиата вообще не слышу, кроме как того, что там тоже употребляется слово «Европа». И вот есть какие-то выкрикивания слов. Да, вот стилистика немножко как будто бы в припеве похожа, но совершенно все по-другому звучит. Не знаю, что они там углядели. Но вот примазаться немножко к Евровидению, видимо, хотелось. Тогда давайте, вот я не знаю, что этот Михаил Шафутинский тоже возмутится, потому что в песне у Сатоши есть «Пальма де Майорка». Ну, почему нет? Есть информация в интернете о том, что победа Сатоши на отборе была продиктована кем-то сверху. Да, конкретно правительство, может быть, потому что эта песня, она, ну, как бы, что там поется? Европа, Молдова — это Европа, а Молдова у нас очень близка к евроинтеграции, очень хочет этого уже который год, и как будто бы эта песня, она вот к этому и подводит, что мы Европа, мы тоже Европа, мы хотим Европу. Но это неофициальная информация, но такие мнения присутствуют в интернете. Что по песне? Мне очень нравится момент, вот когда он там, Влад поет «Ундева». Это очень красиво, прикольно, такая ямка вокальная. И еще когда вокалистка поет тоже в такой же другой яме после второго куплета. Это, кстати, не просто какая-то бэк-вокалистка, а Алена Мун, представительница Молдовы на Евровидении 2013. Она там заняла 11 место. Может быть, помните, у нее был такой интересный номер, у нее там платье росло, и она вырастала. Еще интересный факт об этой песне. Первые 7 секунд трека мы слышим звук, музыку, которая играет в аэропорту Молдовы. То есть человек, когда впервые приезжает в Молдову, он слышит именно этот звук. И когда улетает оттуда, тоже он слышит этот звук. Тоже вот такая вот прикольная пасхалочка, так скажем. Эти моменты мне в песне понравились. В остальном она какая-то такая вот агитка, прям такая «Хей». Не очень мне это, если честно, приходится по вкусу, но отторжения не вызывает, неприятных эмоций нет. Просто весело, откроют они полуфинал, это будет ярко. Думаю, что пройдут в финал по причине хотя бы того, что вот на Евровидении любят такие песни «Европа», «Мы вместе», «Хей», давай», типа какое-то гимновое такое объединяющее. Ну и в целом он вживую звучит там все нормально, все прилично и неплохо.
Давайте, Молдова, уже выйдите в финал. Я вам этого очень сильно желаю. Я от себя, наверное, я не помню, что я там в реакциях уже ставил, если честно, поэтому здесь, если что, те, кто видели у меня реакции на Бусти, баллы могут расходиться. Я все-таки поднастоялись песни, и могут оценки у меня меняться. Я от себя им поставлю, наверное, 6 баллов. Неплохо, качественно, достойно. Не прям мой фаворит, но послушаю без какого-то, не знаю, отвращения и так далее. Но и тоже не с огромным удовольствием. Второй в первом полуфинале выступит Швеция. Ее представит Фелиция с песней «My System». У нее раньше был проект, в котором она была вокалисткой, и фишка этого проекта была в том, что она закрывала лицо, такая была немножко инкогнито, всегда выступала. Но в какой-то момент продюсер этого проекта, у него были разногласия с Фелицией, и он решил ее турнуть, просто заменить другой девушкой. В итоге она свое сольное творчество стала продолжать, но вот отказаться от этой масочки не смогла. Как она говорит, у нее есть там какой-то тип тревожности, и вот это повышенное внимание зрителей, она немножко себя некомфортно чувствует на людях вроде как, и все это внимание ей чуждо. Ну, может быть, она на Евровидении там скинет свою маску, это будет какой-то такой яркий перформанс. В отборе вместе с ней, кстати, принимала участие певица Санна Нильсон. Она представляла Швецию в 2014 году, заняла 3-е место, у нее была очень красивая баллада «Анду», она мне тогда очень нравилась. Но в этот раз Санна Нильсон пролетела просто как фанера над Мелоди-фестивалем и заняла всего лишь последнее место в финале, представляете? Ну, видимо, не актуальна она уже в современном евровизийном поле, а вот Фелиция победила. Что касается песни, многие услышали там какое-то сходство с песней «Каскады» «Every Time We Touch». Есть одна строчка в предприпеве, которая прям похожа по мелодии сильно. Но я не скажу, что это прям можно назвать каким-то сходством или плагиатом. Эта песня просто похожа на все, что выходило в нулевые. Вот эта электронщина. Странная заявка, если честно, от Швеции. В припеве практически нет вокала. В куплетах она, когда пела вживую на Мелоди-фестивале, не плавала по мелодии. Но говорят, что она там болела. Но все-таки, извините, у нас конкурс Евровидения. Мы должны быть профессионалами и в любом состоянии петь прекрасно. А если на Евровидении что-то произойдет, да? В припеве более-менее, но у нее такой резкий вокал, и голос в целом звучит как-то так прям рисковато, не особо приятно уху. Мне кажется, будет ярко на Евровидении. В финал она точно пройдет. Что там займет, я думаю, не выше 10-го места. Это все-таки Швеция, заберется она высоко. Я от себя поставлю, пожалуй, 6 баллов. По причине того, что да, это сделано качественно, неплохо, стейджинг хороший, номер, я думаю, будет яркий и классный, песня динамичная, веселая, танцевальная, но вот меня не цепануло. Просто чисто мои предпочтения. Третьими в первом полуфинале выступят участницы от Хорватии, группа Лелек с песней «Андромеда». Идея их песни заключается в том, что они поют про такой определенный обряд, который делали люди во времена Османской империи, когда они не хотели, чтобы их насильственно обращали в ислам, они набивали на своем теле татуировки в виде креста и каких-то христианских изображений в целом, чтобы оставаться при своей вере и не быть насильственно обращенными в ту веру, в которую они не хотят обращаться. Турция, когда узнала о идее песни Хорватии, они, естественно, остались недовольны. Мол, что это вот, как бы, вы тут Османскую империю нашу вспоминаете, трогаете. Но кто вообще слушает Турцию? Который год она уже не участвует в Евровидении? Вы ушли, все, не надо нас смотреть. Не лезьте, мы тут сами как-нибудь справимся. Но мне кажется, что есть вероятность со стороны членов жюри, могут быть низкие голоса для трека по причине того, что вот песня немножко является политконфликтной, немножко не политкорректной, может быть. Но как идея супер, что вот они привносят какую-то традицию, какую-то дань и уважение своей собственной истории. Это прикольно. 5 девушек на сцене. Они народные вокалистки, очень круто поют, очень круто звучат. Вокал у них безумно стабильный в лайве. Ну, наверное, их там все-таки подтюнили после отбора, но звучит это, правда, все хорошо.
Что касается самой песни, она такая до жути тревожная, если честно. Как-то вот мне ее прям немножко не по себе слушать. Она слишком томная, слишком такая тяжелая, что ли. И вот эта вот история, которая рассказывается, она, видно, очень трагичная. И они преподносят ее, естественно, не с каких-то позитивных там сторон. И вот их 5, и они все в припеве звучат очень мощно, очень громко, очень плотно. Это прям народный такой плотный вокал. И 5 вокалистов таких поющих, да, в припеве, мне кажется, это тяжеловато для уха звучит. Он еще такой припев кричащий. Это, правда, качественный материал, это клево, это народно и в то же время современно, но очень сильно томно, очень сильно грустно, очень сильно как-то грузно и тяжело. Мне прям некомфортно было дослушивать до конца этот трек. Но выглядит это все прям очень эпично, как вот они поют, как они выглядят, звучат. И мне очень понравился момент, когда они стоят, расходятся, и расходятся в этот же момент на голоса. Напоминают они мне немножко девчонок, которые участвовали от Латвии, по-моему, в прошлом году, которые Tautumeitas. Вот прям у них с точки зрения того, как они выглядят, и вот этой вот всей айдентики какой-то их собственной, они очень похожи на них. Я не фанат, извините. От себя я поставлю 5 баллов пока что тоже, вот такую среднюю оценку. Это качественно клево, но не в мой список фаворитов этого года. Финал, я думаю, они точно пройдут. Шансы, во всяком случае, есть. Не прям точно, но шансы есть. Тем более, если голосует в полуфинале жюри. Но займут там что-то не выше, наверное, 15 места. Зрители такое вряд ли оценят. От каких-то таких более тяжелых фольклорных песен мы с вами переходим к более легким, но не менее фольклорным. На удивление, 4-м в первом полуфинале от Греции выступит Акилос с песней «Ферто Неси». У него была достаточно тернистая судьба в музыкальном своем пространстве. Сначала он работал поваром, официантом. Когда переехал в Афины, у него вообще не было денег ни на что. И он пытался как-то вот строить свою музыкальную карьеру. И его песня, она вот немножко на контрасте с этим всем, с его судьбой, потому что в песне он поет там вообще «Неси мне все, я хочу потреблять» и выбраться из бедности, добиться какого-то благополучия, финансового успеха и так далее. Вы знаете, я такие песни не особо люблю. Это вот из разряда трошанинки евровидения, которая каждый год у нас присутствует. Есть ее представители всегда. Это типа там Юст Кляйн, Европопа, Кария, Ча-Ча-Ча, Томми Кэш в том году был, Эспрессо Макиато. И вот он тоже из этой тусовочки. И, собственно, Кария ему уже респектанул, тоже сказал, все супер, мне нравится. Но я вот такие песни обычно не люблю, но здесь, на удивление, у меня нет к ней хотя бы отторжения. Она в целом меня не бесит даже практически. Просто парень вот этот сам, он достаточно приятный, он вот какая-то в нем есть вот эта романтика, что на него приятно смотреть, он не отторгает от себя, просто весело это все выглядит, динамично, клево. И на удивление, вот в вышеперечисленных всех у них особо какой-то фольклорной, народной составляющей в их песнях никогда не было. Просто какой-то бунтац, трэш и повторяющиеся слова и так далее. А у него вот есть. У него, во-первых, есть критская лира, и вот какой-то местный электропоп, проигрыши какие-то греческие. Это прикольно. И мне нравится вот это совмещение какое-то с вот таким трэшовым треком. Постановка его номера на Евровидении будет заниматься Фокас Евангелинас. Он один из самых известных режиссеров на Евровидении. Ставил номер, кстати, Диме Билану, когда он победил, Елене Папарицу, которая от Греции победила в 2005 году. В общем, наверное, он что-то хорошее ему поставит. Я надеюсь, что это будет что-то такое же яркое, как клип, и интересное, потому что, вот, например, когда он на отборе выступал, это выглядело плохо. Мне не понравилось. Как-то вот дешево это все было. А в клипе вот эта вот фишечка с игрой, что он играет в игру, ее можно как-то, мне кажется, адаптировать под сцену Евровидения, и очень клево, интересно подать. Думаю, в топ-5 он точно залетит. Телевоутинг его вытащит 100%. Единственное, что меня смутило в этой песне, в конце у него есть обращение к маме, как он поет ей о преодоленных трудностях, что мы вот через все с тобой прошли, справились, все у нас получилось.
И это где-то мы уже с вами видели, а именно у Юста Кляйна. У него тоже был такой резкий слом. Вспоминает он о своих родителях, «Давим на слезу». Здесь это все выглядит прям так же. На него там светит свет, фонарь. Он внезапно вспоминает о маме. Для меня это всегда странно выглядит, вот этот резкий слом, что мы сначала тут статься, а потом «мама, давайте вспомним, да, мама, спасибо», и опять давайте танцевать, плясать. Как-то вот, не знаю, это странно, конечно. Ну, прикольно, что он вспомнил о маме, не забыл, но вот эта повторяющаяся уже фишечка как будто бы не нова. Ну и плюс ему в сравнении с этими всеми ребятами в том, что он может петь. У него есть там вокальная часть, которой он вот, собственно, маме и поет. И там голос у него звучит достаточно стабильно, то есть он не только речитативит, но еще и что-то пропевает. Молодец, короче, парень. Не прям сильный я фанат этой песни, но она неплохая. Она веселая, динамичная, поднимает настроение, не раздражает. Я тебе поставлю, наверное, 7 баллов пока что. Думаю, пройдет финал 100%. Займет там хорошее место. Двигаемся дальше. 5-й будет Португалия. Bandidos do Cante с песней «Роза». Они выделяются тем, что в своем творчестве, конкретно в заявке на Евровидение, они сочетают такой стиль, как «канте алентеджана». Это традиционное вокальное направление, в котором сочетается с современным поп-звучанием традиционно региональный какой-то вокал, составляющая вокальная. И, между прочим, этот стиль, он признан нематериальным наследием ЮНЕСКО. Их песня посвящена любви, которая вот была, но уже закончилась. Там много сравнений с природой, образов природы, розы, лес, сад, ночь, ветер, вот всякое такое. Это так нудно. Простите, пожалуйста, но это настолько нудно. Я понимаю, что это какой-то вот чистое, не испорченное творчество. Вот прям как слеза младенца. Они там поют на голоса, все это сочетается, все это звучит качественно, но это настолько несовременно. Где там современное звучание, я не понял. Может быть, это что-то слишком народное, португальское, что нам не дано понять и проникнуться, но я вообще не проникся. Это очень слабо. Это еще интересно, знаете что? Что у них в отборе было 16 участников, и из них 13 отказались, бойкотировали Евровидение. Сказали, что если они победят, они не поедут на Евровидение. А эти ребята были одними из тех, кто так не высказались. А таких было всего, получается, 5, да, участников. И вот, как интересно, все говорили, совпало, что именно те, кто говорили, что они поедут, если победят, именно те и победили, да? Ну, не будем думать, что здесь есть какие-то странности, может, они есть, но никаких подтвержденных данных этому нет. Не понимаю, зачем тогда в целом участвовать в отборе, если вы отказываетесь от участия в Евровидении. Это очень странно. Они вот в этих костюмах своих терракотовых, эти костюмы, они тоже отсылают к традициям, они вот тоже связаны, там, олицетворяют природу, лес и так далее. У меня вопрос. Девушка вышла посреди номера на скрипке, поиграла, ушла за кулисы. Что? Ну, не знаю. Вот знаете, есть такая грань, где вот просто простота, искренность и творчество, и ничего лишнего. Но здесь это настолько грань низко находится, что, ну, прям не знаю, скучно. Ну, я сомневаюсь, что зумерам, вот, например, смотрящим конкурс Евровидения, это зайдет. Да и миллениалам тоже, зелениалам тоже. Не знаю. Что-то странное, короче, Португалия в этом году отправила. Если в том году это было вот насыщенно традиционной составляющей и было не настолько пережато, то в этом году прям вообще очень сильно пережато. Для меня это очень скучно, простите. Не цепляет абсолютно, не запоминается. Ни строчки не могу напеть из этой песни вообще. Я поставлю, наверное, 2 балла всего лишь, потому что это не в контексте современного Евровидения, к сожалению. Думаю, в финал они не пройдут. Хотя я уже ничему не удивлюсь. После прошлого года особенно. 6-ми от Грузии выступит группа Бзикеби с песней «On Replay» на повторе.
Они, помимо того, что являются вообще-то победителями детского Евровидения 2008, и они первая группа, которая выиграла детское Евровидение, также они принесли первую победу в этом конкурсе для Грузии. Но их там в целом очень хорошо запомнили, потому что у них еще песня была там на выдуманном языке, какая-то пчелиная, на пчелином языке, которую они сами придумали. И вот, собственно, победили. Сейчас они в 2026 году решили покорять взрослое Евровидение, уже вот доросли, собственно. Ну, есть вопросы. Кто-то говорил, что «О, вот они вернулись, клево, классно», а кто-то говорил, что, собственно, на взрослом Евровидении, наверное, они будут как-то по-детски выглядеть. И, если честно, у меня такое впечатление и сложилось, когда я посмотрел их заявку. Есть какой-то еще вот у мальчика особенно надменный пафос, излишний. Странно, правда, это все выглядит, и несуразно немножко, если честно. Есть от них вайб отличников, которые боятся сделать что-то лишнее и неправильное. Из-за этого вся химия теряется, и песней слабо проникаешься. Я всегда говорю, что у Грузии очень классная культура музыкальная, вокальная. Можно такую классную песню сделать. В том году вот они что-то попытались, но как-то слишком все завертели, закрутили. Это было перемудрено. А в этом году у них там всего лишь есть маленькая-маленькая вставочка с вокалом, грузинское полифоническое пение. Вот они вставили в одном моменте посреди песни, которая вообще почти не слышно, вскользь прозвучала, и все. В остальном это просто какой-то такой электронный трек, современный в целом, но для меня он очень странный. Вот эти вот парабам-пам-пум-пум-пай, это, не знаю, какой-то кринж у меня, если честно, немножко вызывает. Припев интересно построен гармонически, что там такие полутоновые ходы, это прикольно звучит, но она заедает безумно. Но заедает с плохой стороны. Она вызывает немножко бесячесть, отторжение какое-то. Если честно, простите, пожалуйста, те, кому нравится эта песня. Я буду надеяться, что у вас таких немного. Но, если честно, она мне никуда не попала. Вообще, кроме мозга, она вот там заседает, заедает. И я бешусь из-за этого. И в итоге ненависть к этой песни возрастает еще сильнее. Смысл у песни вообще просто ноль. Ну, типа там реплей, повторяй, танцуй, танцы. И вот они танцуют. Вы там вывели у себя в клипе кучу народу для танцев. А на Евровидении-то вы что будете делать? Нельзя на сцену больше 6 человек выводить. Как это будет выглядеть? Немножко странно, наверное, не дожато. Думаю, вряд ли удастся Грузии сделать вот этот громкий камбэк спустя 18 лет. Ну, в смысле, этим ребятам на взрослом теперь уже Евровидении. Думаю, в финал они даже могут не пройти, а если и пройдут, то, ну, может, место 23-е. Надо же кому-то занять. Или 24-е, 26-е. Я от себя поставлю 4 балла, потому что это вот хотя бы сделано вроде бы качественно даже как-то, но просто по себе само слабо, если честно. 4 балла, Грузия. 7-я заявка — это, если честно, моя личная guilty pleasure. Италия. Саль да Винчи с песней «Per sempre sì». Навеки да. Во-первых, дядя, ему 56 лет, такой Александр Серов. Прям немножко вот присутствует, вайб присутствует. Это настолько олдскульно и кринжово, настолько это все вот прям ретро-диско, что даже хорошо. Я не могу перестать ее слушать. Это из разряда, вот знаете, какой-то новой волны популярности Надежды Кадышевой. Вот мне кажется, здесь присутствует то же самое, потому что песня-то, у них прослушиваний очень много на Spotify. Но я думаю, как я говорил уже в реакциях своих, что это связано скорее с тем, что это итальянская заявка. Всегда у итальянских песен очень много прослушиваний на Spotify. Но здесь, мне кажется, не только в этом дело. Все-таки вот есть ли он какой-то шарм в этом дядечке? Какой забавный. Не знаю, это миленько, это нафтально, до жути, но это так мило, это так прикольно. Но вот в Италии после его победы некоторые негодовали. Итальянцы, это вызвало споры, потому что он является представителем жанра неомелодико. Это вот связано с неаполитанской сценой, и неаполитанская музыка, она в целом считается в Италии немножко, ну, такой простоватой какой-то, да, избитой. Но мне кажется, эта песня прекрасно отражает итальянскую культуру музыкальную, так точно. Звучит это все весело, и
вот, ну прям вот по-итальянски. Настроение какое-то действительно Италия. Но вот, собственно, такой спор с тем, что какую именно культуру от себя Италия хочет показывать на каких-то мировых сценах, вот он немножко возник. Эта песня, она из тех, что, вы знаете, похожа сразу на все и ни на что одновременно. Вот я в том году приводил в пример «Эспрессо Макиато», и песня Майли Сайрус «Flowers», тебе ее хочется переслушивать просто потому, что она кажется такой до боли знакомой твоему мозгу, что вот ты как будто ее 1000 лет уже знаешь, и такие от нее какие-то ностальгические приятные моменты у тебя возникают в голове. Вот это тоже такая песня. Ничего неприятного она не вызывает, только хорошее настроение. Дядечка приятный, просто душка. Io e te a così sarà sempre sì. Я от себя поставлю, ну вот я, по-моему, в реакциях поставил что-то 7 или 6 баллов, а сейчас поставлю целых 8. Давайте Италии поставлю 8 баллов, как он там показывает. Спасибо, Италия, это весело. Я думаю, это будет очень круто на Евровидении смотреться. Итак, 7-ми у нас выступят участники от Финляндии. Кстати, одни из претендентов на высокое место в этом году, скажу сразу. Линда Лампениус и Пит Парконен с песней «Ликен Хейтен». «Огнемет». Боже, я выговорил это с первого раза, слава богу. Что мы знаем про Пита? Очень мало всего, просто вокалист, певец, и не прям, чтобы у него какая-то популярность есть высокая, но вот Линда Лампениус, это также Линда Браво, Браво, по-моему, все-таки. Да, это знаменитая скрипачка. Ключевой поворот в ее карьере произошел в 90-х годах, когда она решила немножко, так сказать, добавить что-то интересное в свое академическое творчество, и помимо академического творчества заняться еще и какой-то поп-культурой. Композитор Эндрю Ллойд Уэббер, который писал музыку ко многим мюзиклам, пригласил ее поучаствовать в своем проекте, и после этого ее международная какая-то узнаваемость очень сильно повысилась. Она выступала во многих странах, ездила с турами, даже в России выступала, даже в Сибири выступала, в Иркутске, что ли. Но вот такую интересную ветку ее популярности принесла ей, на самом деле, не скрипка, а то, что она участвовала в каких-то откровенных фотосессиях, начала заниматься какой-то модельной карьерой. Здесь вектор классики, вот этот, который прослеживается уже несколько лет, он вот в таком предстает виде, что у нас скрипка, неожиданно, да, неожиданно вспомнили про скрипки. Со времен Саши Рыбака они не были таким огромным символизмом в номерах на Евровидении. Вот сейчас это все вернулось. И, кстати, они не одни в этом году будут, у кого скрипка фигурирует в номерах. Собственно, да, она играет на скрипке, акцент на ней, акцент на вокалисте. Они совсем друг с другом не мэчатся вообще. Вот абсолютно никакой химии у них нет. Он молодой парень вроде бы, она уже такая статная женщина. Помимо того, что вот скрипка, музыкальные ходы гармонические, они немножко такие тоже интересные, витиеватые, необычные. Поет парень неплохо. На отборе немножко он там местами мазал, но в припеве у него такая хитрющая была пачка бэков. И это хорошо, что они присутствуют, но это скрашивает все его какие-то недочеты. Потому что, когда он начинает петь в конце финальные ноты, там он что-то прям плывет, что-то как-то вот без бэков он уже плохо справляется. Ну, не знаю, может, тоже болел, но нельзя болеть, надо держаться. Надо держать себя в руках. Главная тема песни, естественно, там страсть, любовь. И вот почему огнемет называется, потому что любовь, она как бы как может согревать, так она и может и обжечь потом в итоге. Естественно, в номере там используется огонь. В целом номер прикольный, такой масштабный, мощный, выглядит очень красиво, интересно. Как Линда будет играть на скрипке, непонятно. Вроде как она там пытается сейчас добиться, чтобы ей разрешили играть вживую. Это все-таки Линда Лампениус, да, как бы именитая скрипачка, можно ей разрешить, но на Евровидении запрещено играть на живых инструментах. Посмотрим, чем это все закончится, потому что если она просто будет под фанеру там херачить, ну, это будет, правда, странно. Это будет как-то нелепо, и на ней много акцентов в номере. Что в целом касается песни, от нее пахнет старым Евровидением. Вот прям несет. Таких заявок, кстати, достаточно в этом году, у которых присутствует какое-то настроение Евровидения прошлых лет. И у этой песни также присутствует winner vibe. Вот этот, о котором иногда все говорят, он здесь есть. Это одна из немногих заявок, у которой он в этом году присутствует. Прям вот, как-то, не знаю, припев слушаешь, и он такой, что ли, эпичный, драматичный, на разрыв рубашки. Парень поет, так высоко микстует, хорошо. И с бэками это все достаточно приятно звучит. Чем дальше, тем она мне больше нравится.
Потому что, когда я ее только послушал, записывал реакцию, я такой, ну, песня, что все так ссутся? А сейчас, как-то вот чем ближе к конкурсу, я проникаюсь больше. И она приближается к моим фаворитам этого года. Единственное, вот, как я уже сказал, что меня смущает отсутствие химии между ними. Но в остальном у меня вопросов к песне нет. Ну и концовка, которую вот парень пел, что-то там странное происходило, не знаю, может, мне показалось. Но я вот от себя, наверное, поставлю 8 баллов и посмотрю, как будет развиваться для меня эта заявка, что она для меня будет значить в дальнейшем. Пока что как-то так. Номер 8 на очереди. Черногория. Тамара Живкович с песней «Нова Зора», «Новый рассвет». Это уже, кстати, не первая ее попытка поехать на Евровидение, но вот первая удачная. Испания, на удивление, и Израиль выразили свое недовольство названием песни «Нова Зора», потому что на испанском и иврите это слово означает «шлюха». А ничего тот факт, как бы Испания, что в 2024 году у вас у самих песня называлась «Зора». Какие тут могут быть претензии? Вы тем более в Евровидении не участвуете в этом году. Что вам надо? Отстаньте. У нас тут свой праздник, своя тусовка. Не надо пукать в наш котел. Что касается самого трека. Мне кажется, что здесь будет плохой номер. Правда. Клип интересный. Там показано все достаточно неплохо. Как будто бы есть немножко свистнутая идея у констракты, да, с тестом там, скатерти, мытье рук, посуды. Но, может быть, мне показалось, но вот у меня почему-то возникло такое балканское заимствование. И клип-то неплохой, но вот на выступлении, на отборе, что-то кожа, латекс, ремни. Выглядит это все как типичная какая-нибудь черногорская, албанская, балканская женщина, выступающая на Евровидении. Красный огонь, цвета, черное, все. Может быть, если они на Евровидении сделают какой-то номер, а я очень сомневаюсь, что сделают. Черногория иногда вот вообще прям не заморачивается по поводу номеров. Крайне редко она что-то хорошее делает. Ну, в прошлом году, вспомните, это пельмень Нины Жижич. А здесь, не знаю, чего нам ждать, но я думаю, номер будет не очень, а значит, это плохо сыграет для этой песни. Она и так достаточно странная, не звучит современно. Вроде там есть попытки сделать современный биточек, но почему-то он все равно звучит старовато и по-дилетантски. Вокально вроде бы она неплоха, чуть-чуть не дотягивала в лайве моментами, но нормально, в рамках своих возможностей. Припев мне нравится, прикольно звучит. Чуть-чуть простовато, но прикольно. Эта заявка более современная, под реалии современного Евровидения подходит, чем прошлогодняя черногорская, но все еще я думаю, что это будет тоже не проход, к сожалению. Тем более, если вот номер будет плохой, а он, скорее всего, будет плохой и не будет как-то вот связан с идеей клипа, то, мне кажется, шансов у этой заявки будет очень мало на проход в финал. Есть, кстати, у меня идея по поводу этой песни, чему она посвящена. Вообще на Балканах, и в частности в Черногории, до сих пор сохраняется вот такое предубеждение, что если рождается девочка, то все плохо. То это как бы вот плохие роды, условно говоря. До сих пор это иногда присутствует. И здесь в этой песне поется, что типа рождена новая женщина, какой-то girl power, манифест. И, может быть, отчасти вот эта песня может посвящена быть этому. Вообще, в целом, да, там в песне просто поется про женщину, что вот родилась женщина, новая заря и так далее, что женщина, условно говоря, значит в жизни больше, чем просто там мытье посуды, катание теста и так далее. Это хорошо, за это плюс. Все остальное слабовато, к сожалению. Припев понапевать можно, но не более того. Я от себя, наверное, поставлю Черногории 4 балла. По большей степени, наверное, из-за моей балканской поддержки заявки от Черногории. Но, может быть, им и повезет. Непредсказуемая штука это наше Евровидение, поэтому может быть все, что угодно. Но я думаю, вряд ли. Продолжаем. Следующими на сцену первого полуфинала выйдут под 9 номером участницы от Эстонии Vanilla Ninja с песней Too Epic to be True. Слишком эпично, чтобы быть правдой. У меня голос сел уже. Правдой. Видите, я как это разговариваю. Нина Жижич.
Они уже, это их не первая ходка на Евровидении, а вторая. В 2005 году они представляли, кстати, не Эстонию, а Швейцарию. Заняли там 8-е место в финале. Это достаточно популярная группа была в нулевых в европейских странах, в Германии, в Эстонии. Даже в Эстонии мороженое продавали с их изображением и названием. В общем, карьеру они себе там делали, потом распались, и сейчас снова объединились уже такие взрослые, достаточно окрепшие женщины и решили поучаствовать в отборе на Евровидении, победили и поедут представлять Эстонию. Многие зрители их, естественно, обвиняют в какой-то неформатности, старомодности, нафталиновости. Я с этим, если честно, согласен. Сама песня, она даже не пахнет старым Евровидением, а прям пованивает уже. Нет современности в песне, к сожалению. И звучит это все очень простенько и посредственно. Вот. После «Эспрессо Макиато», которое в том году 3-е место заняло, слишком это ground down. Не знаю, почему такой выбор, что там на отборе все так плохо было. Или за них голосовали просто потому, что они вот в истории девчонки. Но это клево. Я ничего не имею против того, что взрослые женщины, их там вот многие клеймят, что типа, да они уже тетки. Ни в коем случае я это не поддерживаю. Это круто, что взрослые женщины, несмотря там на то, что у них уже семья, жизнь другая совершенно, они все равно исполняют свои мечты, едут на Евровидение, участвуют, как-то заявляют о себе, проявляют себя. Это очень круто. Но в рамках Евровидения, в рамках какой-то конкурентоспособности на конкурсе очень слабо. И, к сожалению, не пройдет это, наверное, в финал прям с большим треском. Может быть, последнее место даже в полуфинале в этом займет. Я от себя здесь поставлю, максимум, наверное, 2 балла. Даже не знаю, давайте даже 1 поставлю. Не хочется жестить, но тоже хочется быть справедливым. То меня опять там засрут, что я непонятно за что ставлю свои оценки. Итак, 10-м у нас выступит виновник всех скандалов Евровидения последних нескольких лет — Израиль. И представит его в этом году впервые за последние, наверное, 4 года мужчина Ноам Бетан с песней «Мишель». Написала ее, кстати, Юваль Рафаэль, которая она одна из авторов. Она в том году принимала участие в Евровидении от Израиля, заняла 2-е место, да, по-моему. Песня «Мишель», она раскрывает историю выхода из каких-то токсичных отношений, когда человек понимает, что все рухнуло, все плохо, и принимает решение оставить все и просто уйти, чтобы все не становилось еще хуже. Вот такой вот у нее посыл. Впервые за несколько лет Израиль решил отойти от баллад и сделать что-то такое более нейтральное. Были там тоже вопросы к тексту, проверяли его, ничего не нашли. Может быть, здесь есть какой-то скрытый подтекст и какие-то вот там определенные двойные коннотации, но в целом выглядит все довольно понятно. Токсичные отношения, там все, никаких вопросов не возникает. В том и позатом году, потому что, чуть ли не прямым текстом все говорилось, только слово «война» не присутствовало в песнях, но здесь вот как-то все более динамично. Мало того, что мужчина, так еще и настроение у нее совершенно другое. Она очень радийная. Ее можно было бы услышать на Европе+. Мне кажется, это вот такая прям клишированная немножко в этом плане песня, может быть, даже с хорошей точки зрения. И там вот это «Мишель, Мишель, Мишель» очень красиво повторяется. Мне очень нравится ее ритмическая составляющая. Особенно вот этот момент «Аи, аи, 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 аи». Вот, клево. Естественно, его критикуют за все, что только можно, в том числе за то, что он был в армии, служил. Естественно, его здесь как будто бы проводят параллель, что значит, он поддерживает все происходящее, значит, он там естественно, он представляет Израиль, естественно, он поддерживает Израиль. Но здесь, да, люди лезут уже в бутылку, но другие считают, наоборот, что вот он призван в этом году, чтобы как-то показать Израиль с другой стороны, немножко его восприятие на Евровидении поменять у зрителей. Парень очень круто поет. Мы, как всегда, лайв не слышим до самого Евровидения израильский, но в записи это звучит все хорошо, у него классный тембр, цепляющий, такой немножко с мотивчиками Джонни, да, в голосе.
с надрывом, с хрипотцой, и он справляется отлично с этим материалом. Нет там ничего прям супер экстремального, но все, что заявлено, все ему вроде как по силам. Во всяком случае, как вот это звучит в записи. И интересные есть музыкальные ходы, как я уже сказал. Припев очень попсовый, куплеты нормально, прикольный, клип красивый. Ну, очень обычная песня. Не впечатляет она меня так сильно, как предыдущие заявки от Израиля, которые были до этого, но я ее приятно могу послушать без отторжения, и она оставит только приятные впечатления. Для меня я от себя поставлю 7 баллов этой заявки. Не входит она в этом году, к сожалению, в число моих прям фаворитов, но она среди таких, ну, важных и близких заявок для меня находится. Короче, 7 баллов Израилю. Пройдут финал 100%, займут там, ну, может, место 3-4. Победителям, естественно, никто не даст. Как и вот уже который год на Евровидении. Но зрители телевоутинг, да, там, наверное, будет шикарный. Хотя, может быть, новые правила им обрежут количество голосов, и не будет там каких-то over 300 очков. Но посмотрим. Все равно будет за этим интересно смотреть. Интересен номер. Ставка в клипе на массовость какую-то идет. Как они на сцене это покажут, непонятно. Ой, 11-я заявка. Вообще, моя любовь просто в кавычках. Германия. Сара Энгельс с песней Fire. Многие ее сравнивали с кем? Правильно, с нашей любимой Элиничкой Фурейра, на которую до сих пор все делают омажи, косплеи каждый год. Шанель, вот она, да, вот на них все как будто бы до сих пор ориентируются. Сколько можно, блядь? Я этими заявками уже накушался, они меня абсолютно не впечатляют. Здесь это все выглядит очень посредственно, очень под копирочку. И вот у нас есть дэнс-брейк, ход на высокую нотку, вот это вот, да, через 15 ходов. Дэнс-брейк, вот попыталась она вроде сделать как у Элини Фурейра или как у Шанель, получилось в итоге только... Ее никто напрямую в плагиате не обвинял, но, блин, ну слышно же, что это типичная вот эта заявка, которых мы уже много лет видим десятки. Когда не знаешь, что отправить от страны на Евровидение, отправь вот женщину с танцевальной песней, которая будет написана по квантоквинтовому кругу в припеве. Еще и название, пускай у песни будет Fire, и она в таком костюмчике, бодичке будет. Вот это тот случай. Потому что это типичная песня с названием Fire. Поведением на сцене она как будто бы тоже немножко копирует Элини Фурейра. Зачем это все? Я когда причем посмотрел эту заявку, я такой типа, ну опять, да, типичка. Ну смотрю, это Германия. От Германии... Ну, конечно, Германия часто отправляет фиг пойми что, но здесь это настолько не мэчится с тем, что делает Германия на Евровидении, что прямо она уже как будто не знает, что сделать. Такая, ну давайте хотя бы вот женщину вот отправим, вот, которая будет петь песню, похожую на песню Элини Фурейра. Ну, это уже тренд этот прошел, мои дорогие. Германия, вы следите за новыми современными трендами. А то что вы, я не знаю, в следующем году отправите какую-нибудь рок-группу с налетом Måneskin? Ну, вы что? Не знаю. Это правда слабо. Если бы она не была автоматом в финале, я бы сказал, что она не пройдет в финал. 2 балла максимум. Простите, Германия. Поет, кстати, она стабильно в целом. В лайве, даже после своего вот этого вот кривляния, там, поднятия ног, поет стабильно. За это, наверное, я 2 балла и ставлю. Я думаю, что с номерами? А они же не пронумерованные автофиналистки. Ёпарасоте. Ну, короче, вы там поймете, да? Я подпишу все равно. Странные автофиналистки, если что, без номеров, да, у нас идут. Получается, 12-й у нас, то бишь 12-й, то бишь уже 14-й. Ну, 12-й. 12-й у нас выступит Бельгия, исполнительница Эсила с песней «Dancing on the Ice» – «Танцы на льду». Ходили слухи изначально о том, что Бельгию вновь представит Лоик Ноттен, который «Ра-па-па Tonight», да, очень яркий участник. В 2015 году он принимал участие на Евровидении, 4 место там занял. И все такие сразу: «Боже, Лоик возвращается, как классно!» Он крутой чувак, он очень харизматичный, очень классно поющий, яркий, и он является, мне кажется, одним из запомнившихся участников Евровидения за всю его историю. Но камбэка не произошло. Как-то это все быстро замялось, и он никаких комментариев тоже не дал. Внезапно объявили Эсилю вот эту, что она будет принимать участие, и все. Что можно о ней сказать? Был у нее недавно скандальчик с тем, что она выступила в лайве на бельгийском «Голосе».
Отвратительно она там выступила. Куплет просто сходил нафиг, ей как будто невероятно неудобна аранжировка, невероятно неудобна эта песня. Она не попала в ноту там вообще ни в одну. Сказала, что вроде как болела, и была плохая репетиция. Она говорит, я, конечно, понимаю, что звучала цитата, как корова на сцене, но, знаете, там тоже организаторы постарались. Это было, правда, плохо, припев относительно нормально в лайве звучал, но все остальное вообще без тела как-то, без интереса. Она и сама, вот мне очень понравился комментарий под ее видео на канале Евровидения, что зачем мы отправляем кого-то, кто не обладает сценической харизмой и поет о танцах, хотя почти не двигается на сцене. Вот правда, да, она действительно, у нее какое-то каменное лицо абсолютно. Может, у нее просто не было настроения тогда, что она понимала, что она херово звучит. И танцевать точно поет Dancing on the Ice, она двигается без разряда. Ну, как... Не знаю, не ярко совсем. И, наверное, даже, особенно после своего лайва ужасного, она может не пройти в финал, потому что, мне кажется, сейчас ставочки букмекеров начнут падать, и люди как-то тоже не будут ничего особо от нее ожидать. Посмотрим, конечно, что будет за номер, но меня песня абсолютно не впечатлила. Она очень простая, очень типичная. Не прям, чтобы не настолько типичная, как в Германии, но тоже ничего нового я там не услышал. Ну, песня, окей. Радийная достаточно, но выдающегося вокала нет. Есть там какая-то high notes, ну, тоже не особо ярко интересная. Посмотрим, что будет на Евровидении. Я пока от себя поставлю 3 балла. Это все. Под номером 12 в первом полуфинале Евровидения 2026 выступит участник от Литвы Lion Secca с песней «Solo Quiero Más». «Просто хочу большего». Был скандальчик, кстати, в отборе литовском, и, на удивление, связан он был с тем, что среди участников отбора был парень, который какое-то время продвигал себя на российской эстраде. Он это делал до 2022 года, но вопросы все-таки у некоторых возникли. Общественность подняла гул, что, мол, вот почему он участвует, давайте его исключать. И песня у него как будто бы многие заметили, что была связана с нарративами происходящего всего между Россией и Украиной. И как будто бы в поддержку России. Он там как-то в этой песне высказывался, что-то про мир и так далее. Возникли вопросы, начали его отменять, но он высказался, что да, я вообще, ну, как обычно они все говорят, меня заставили, я там не знал, что я делал, когда я продвигал себя на российской сцене, больше это не связано со мной. А еще он, естественно, сказал, что он был психически нездоров, когда сотрудничал с Россией, что он принимал какие-то психотропные вещества. То есть только в таком состоянии, типа, можно согласиться сотрудничать с российскими артистами и так далее. Ну, окей, допустим, оправдание засчитаем. Он занял в полуфинале 1 место, и немножко все встревожились из-за этого, но на финале ему жюри зарубили, его поставили, по-моему, что-то там только 2 балла, и занял он какое-то очень низкое место, поэтому зря переживали. Зовут его, кстати, Атикин. Я не знаю, кто это такой, ни разу о нем ничего не слышал, с кем он там коллабился на российской эстраде. А что касается Лайона, который будет в итоге представлять Литву на Евровидении, образ-то яркий, образ интересный. Такой он весь вроде бы из себя не такуся, необычный, и помазан он вот этим всем серебром, которое немножко на отборе там у него плохо лежало, надо будет, чтобы на Евровидении получше его как-то загримировали. Какой-то странный, правда, на нем вот этот балахон черный в начале песни, что это? Говорят, номер на Евровидении будет интересным, ярким, необычным, но они всегда так говорят. Нет, они скажут, номер на Евровидении будет, если что, говно. Не ждите ничего хорошего. Конечно, они скажут, что все будет супер. Но не знаю, чего ожидать. Сама песня, что-то в начале он так томно шепчет, да, под минимум музыки. А потом в припеве просто как начинает орать соло, Керамас, ну, не знаю, рисковато. Припев очень гармонически типичный, такой мелодически простой, но в этом, наверное, его скорее минус. Потому что там и текст «Even if we live in the mad world», что-то там, и что-то «pray for». Ну, короче, все очень типично. И химии не происходит. Почему-то в нем не хватает шарма какого-то. Ты вот вроде смотришь на него, ну да, какой-то вот вроде необычный мальчик, фриковый, но не исходит от него этой магии и химии. Не знаю, может быть, я не проникся просто.
И у него в припеве так заглублен голос, он так вживую поет немножко, как Полина Гагарина. Соло, да, язык поджимает, не знаю. И он сразу проваливается в припеве в лайве, потому что там его ничего не подкрепляет, никакого бэка, ничего нет, он просто в голую идет под инструментал и поет, и немножко дамажит даже. Но это неплохо. Это вот странно, но неплохо. Просто не дожато по качеству, не дожато по интересности и по цепляющести, по изюминкам и так далее. Финал-то, я думаю, он пройдет, наверное, но высокого там его ничего ждать не будет, наверное. Максимум там, может, место 13-15. Я от себя поставлю ему 4 балла. Не помню, что в реакциях ставил, но вот сейчас мне хочется ему поставить 4 балла. Сколько я эту песню наслушал. Она уже поднадоедать начала. Вот эта строчка, она заедает. Соло, керома. И он еще так ее, когда поет, он так проваливается в этом моменте в лайве. Ну, короче, вопросов больше, как я сказал, чем воодушевлений. 13-м номером нас ждет мем. Сан-Марино представит певица опять Синхит, или Синит, как ее правильно зовут, которая представляла уже очень много раз Сан-Марино на Евровидении. В этом году она снова не одна, а с исполнителем Бой Джордж. Они будут исполнять песню «Суперстар», «Суперзвезда». Это та самая женщина с прической Леонтьева и амбассадор адреналина, да. Это уже 3-я ходка на Евровидении. Она в 2020 году пыталась участвовать, но конкурс отменили. В 2021 году поехала с Флорайдой, заняла 22 место. И еще она, по-моему, в 2011 году участвовала, но не прошла в финал. В 2021 году вот она была с Флорайдой. В этом году она, как сказала, я снова решила не идти одна в эту тусовку, позвала с собой Бой Джорджа. Вот она какую-то такую стратегию использует, звать к себе каких-то звезд, не особо уже популярных, как будто бы, но вот как такая визитная карточка рядом с ней, такая вот санмаринская певица Марго. Говорят, что она победила в отборе только потому, что в нем не участвовал, во-первых, Валентин Монетто, да, так кто тоже постоянно вместе с Синхит представляет Сан-Марино на Евровидении. Ну, а во-вторых, потому что в жюри отбора сидел ее сонграйтер, и вот, собственно, вроде как ее протащил. Но это не факт, это не официальная информация, но слухи такие ходят. Бой Джордж в 80-е был солистом группы Culture Club. Сейчас он там почти не выступает, он просто такая медийная персона, где-то там сидит в жюри на конкурсах. Он во время ее выступления на отборе на экране, что-то там его голограмма как это была, он пару строчек спел. Но на Евровидении вроде как он сказал, что не поедет. Наверное, он пронюхал, кто такая Синит, посмотрел, что ей там может выпасть на Евровидении, последнее место, и решил не мараться в этом всем. Ничего ей это не даст, 100%. Ну, всерьез эту заявку это рассматривать странно. Какой-то диско-вайб, примерно похожий, как у Италии, но здесь это все меньше отсылает к приятным ностальгичным ноткам, а просто нафталинским. Похож припев на песню Рианны «What should I make me feel?» Когда я выучу название этой песни? «Only Girl». Для кого-то, может быть, это будет guilty pleasure, которая заест их, и они не смогут его не слушать, но я пока, слава богу, не в числе таких людей. Мимо меня она прошла, эта заявка, и мне кажется, мимо всех она пройдет, и в финал, к сожалению, не удастся Синхит пройти. Максимум, может быть, там что-то за нее наголосуют за счет того, что она уже мем Евровидения, но не более того. Я поставлю от себя, наверное, максимум 3 балла, только потому, что меня всегда забавит эта женщина, но больше я ничего от этой песни не испытываю. Она не конкурентоспособна, к сожалению. 3 балла. Сан-Марино. Предпоследней участницей первого полуфинала будет Польша, и ее представит Алиция с песней «Pray», «Молись». Она в 2020 году тоже должна была поехать на Евровидение. От Польши выиграла отбор в 2021. Но конкурс не состоялся. В 2021 году ее почему-то не отправили, потому что отбор заново провели и отправили нового победителя. Но вот она все-таки свое взяла и в 2026 году совершила камбэк. Она уже пыталась его совершить в 2023 году, но не победила в отборе, заняла 6-е место. Короче, такое ощущение, что она кроме как Евровидением и вот участием в проекте «Голос Польша» больше особо ничем не занимается. У меня почему-то ощущение от этой песни, что
засунули очень классную вокалистку, невероятно виртуозную, в какой-то странный материал. Она очень круто поет, очень богатый тембр, очень такой глубокий, мощный, мелизматика, филигранная техника, просто супер. Она очень уверенно и стабильно звучит, раздает вокала прям очень много. Одна, наверное, из самых сильнейших в этом году участниц Евровидения с точки зрения вокала. Вначале она поет, типа, pray, молись, что-то про молитву, все это так немножко по-госпельски даже звучит, а потом внезапно рэп-часть, в которой текст, внимание, «Ты не моя потеря, спустись, сделай перерыв, теперь я главная. Мне нужно идти вперед очень быстро». Такая, знаете, Black Woman, вот так вот, как будто я представляю, она его читает. Зацени этот стиль, зацени этот класс, зарабатывай деньги, когда будешь бегать со мной. Они сказали мне: вперед, потряси своей задницей, сними это 2 шага назад. Почему каждый раз все одно и то же? Вот и у меня такой вопрос. Почему каждый раз одно и то же? Не знаю, правда, странный трек. У него вот эти вот сбивки какие-то скрестили одно с другим. Получилась каркозябра, которая не цепляет абсолютно совершенно, кроме как «Pray», вот этого вот мощнявого, ничего не помню оттуда. Вокал шикарный, нет никаких придирок. Я думаю, жюри будет в восторге, поставит ей огромный балл. Очень много вдохновления Бейонсе. Прям вот не играет, мне кажется, это ей на руку. И причем дешевенького немножко вдохновления Бейонсе. Вроде заявка с посылом на какой-то R&B стилек, чтобы это было качественно, круто и модняво, но не получилось, если честно. Бэкдропы тоже странные были на отборе. Вроде как номер ей к Евровидению переделают, она еще такая серьезная, прям вот такой взгляд у нее. Но, наверное, ей поможет только ее вокал, и если вытащит ее в финал, то только вот вокальная составляющая. Сама песня, мне кажется, слабенькой. Хотя, не знаю, может, я не разбираюсь в R&B. Я от себя поставлю, наверное, 5 баллов исключительно за ее очень клевый вокал и очень крутую мелизматику, технику. Все остальное пока меня не цепануло. Закрывать первый полуфинал будут, представляете, кто? Моя любимая страна — Сербия. Группа Lavina с песней «Краймене» «Рядом со мной». Я смотрел сербский отбор, я его каждый год смотрю. Я жил несколько лет в Сербии, если вы не знали. И вот что хочется сказать про сербский отбор. Я хотел сделать обзор на него, но что-то как-то он в этом году, если честно, там были тухловатые немножко участники в основном. Но хочется похвалить сербский отбор за то, что он выглядел очень качественно в этом году. Там такие были у участников визитки, прям лучше, чем на самом Евровидении. Все так стилево, оформление идентика, все было просто... Такое ощущение, что им кто-то там помог, сербам, в этом плане, потому что в том году был полный кринж, в этом году было хорошо. Среди участников были яркие представители, но в основном это была попса, немножко слабенькая, и группа Lavina выделялись больше всего. Во-первых, это металл, это готик-металл, прогрессив-металл, и для Сербии это очень неочевидный выбор. Вот вообще. Там особенно была песня, которая девушка пела «Югославия». Вот это я скорее могу понять, что Сербия бы это выбрала. Но нет. И зрители, и жюри дали наивысший балл группе Lavina. Это очень нетипично для Сербии, правда. Я не скажу, что это рок-страна. Это можно было бы ожидать от Румынии. Кстати, от Румынии рок-заявка, но о ней мы поговорим в следующем ролике с обзором участников второго полуфинала. А вот от Сербии не очевидно. Да, они вроде любят рок, но вот такой прям рок в лоб, так скажем, да, там экстрим-вокал. Очень качественный, очень клевый экстрим-вокал. Парень расщепляет просто невероятно. Скримит там припев. Это супер, вопросов нет, техничность у него на высшем уровне, он сам, по-моему, педагог по вокалу или по музыке, но он очень круто справляется со своей задачей, правда. Он очень харизматичный, очень такой прямо... За ним интересно наблюдать. Он в своем образе, в своей вот этой какой-то составляющей держится очень хорошо. И прямо ему 10 баллов за это. Это просто группа ребят из маленького города Ниш, из Сербии, которые не собирались особо участвовать в Евровидении, чисто по приколу отправили заявку и взяли, и они выиграли отбор еще к тому же.
Очень это все искренне. Видно, что это авторский материал, который они сами делают и вкладывают свою какую-то душу, свою составляющую внутреннюю. Это видно всегда и очень откликается. Лично мне, я не особо люблю жесткий какой-то рок, а он здесь и не жесткий, на самом деле, не сильно жесткий. Помимо того, что, да, здесь есть экстрим-вокал, достаточно для всех, да, для многих он может быть странным, но песня не слишком рокерская. Она все-таки более попсовая, это более попсовый материал, и в этом его плюс огромный, потому что это будет понятно не только любителям рока, но и более широкой аудитории, которая смотрит Евровидение непосредственно. Мне кажется, это понравится многим. Единственный вопрос у меня возникает в куплете, в первом. Он круто его подает как-то вот актерски и сценически. Но, может быть, на сельском отборе там не всегда хороший звук, немножко подпроваливался моментами он, и это звучало прям как шепот. Но в остальном вопросов нет. Мне кажется, на Евровидении это все будет больше скорректировано, подкреплено как-то помассивнее, и звучать будет еще лучше. У меня нет сомнений, что прозвучат они и будут выглядеть достойно. Есть сомнения, что они могут не пройти в финал, к сожалению. Почему-то мне кажется, что... Я когда изначально увидел, я такой думаю, ни хера себе, вот это Сербия дает, вот это они отправили штуку огнищенскую, да, на Евровидении это может зайти и занять высокое место, но в этом году много рока, и он разный, он разноплановый, поэтому на этом фоне они могут проиграть, потому что слишком много рока в финал не берут никогда. Поэтому вот не знаю, смогут ли они сильно отличиться. Вроде бы они как бы выделяются на фоне всех рокерских участников. У них такая своя немножко история. Но песня немного может показаться некоторым растянутой, нудноватой. Она такая прям меланхоличная, такая немножко размазанная, что ли. Поэтому вот здесь это может не сыграть им на руку. Но я все же надеюсь, что Сербия пройдет в финал. В том году флопнулись просто невероятно с этим мужчиной длинноволосым. Мальчик, я думаю, будет хорошо держаться вокально. Пожелаю ему этого от всей души. Буду болеть, естественно, за Сербию. И очень надеюсь, что они получат хорошие баллы в этом году. Я буду за них голосовать со всех своих симок, естественно. Поставлю я от себя 8 баллов Сербии. Может, предвзято немножко, да. Ну, что мне за это сделать? Я вообще в другом городе и в другой стране. Итак, мы завершили с вами обзор участников первого полуфинала Евровидения 2026. Ну, как вам? Что скажете? Как вам вообще информация, которую я для вас собрал? Как вам участники? Что вы думаете? Мне кажется, интересно. Да, этот полуфинал чуть послабее, мне кажется, чем второй, но все равно все разное такое, интересное. Да, есть те, кто следует прошлым трендам. Это всегда будет, это будет еще продолжаться очень много лет, и во втором полуфинале нас тоже это ждет, и там мы поговорим с вами об этом чуть подробнее. Но в остальном приятные впечатления. Нет такого, что прям скукотища. Интересно, наблюдать прикольно. Мне кажется, это будет захватывающе. Какие у вас впечатления? Что скажете? Кто ваш фаворит? Согласны ли вы с моими оценками, с моими комментариями относительно участников этого года? Пишите, мне все будет очень интересно. Обязательно подпишитесь на Boosty, пожалуйста, который я для вас сделал. Там, я напоминаю, все будут реакции на все песни этого года. Их больше не будет нигде, только на Boosty. Это эксклюзивный контент. Там будет очень много всего помимо реакций выходить. Все ролики с Ютуба тоже там будут дублироваться с длинными вставками, без рекламы и так далее. Ранний доступ, все это будет, поэтому, пожалуйста, подписывайтесь. Подписка стоит очень мало, но для меня это значит очень много. Я буду вам очень благодарен за поддержку. Также подписывайтесь, конечно, на мой телеграм-канал. Напоминаю, там вся информация обо мне, как я провожу свои будни, что я делаю. Конечно, мы обсуждаем музыку в первую очередь и музыкальные новости, но чтобы быть поближе со мной, чуть побольше познакомиться, вы можете перейти туда, подписаться. Ссылочки все везде, естественно, оставлю. Ну и лайк, пожалуйста, на этот ролик. Ну что это такое, если вы его все еще не поставили? Комментарий тоже напишите, я буду этому очень рад. Правда, сейчас нужно бороться за внимание на Ютубе, потому что проблемы с интернетом порождают низкие просмотры, низкую статистику. Помогите мне, пожалуйста, я вас очень прошу. И на канал, конечно, на YouTube подпишитесь, но об этом уже стыдно говорить, если честно. Знаете, ну, как бы напоминать вам уже, ну, сколько можно. Все, заканчиваем. Жду ваш фидбэк, жду ваши подписки, жду ваши лайки. И вообще люблю вас очень сильно. Спасибо вам за все, за то, что поддерживаете меня, смотрите и остаетесь вместе со мной. Пока-пока, до встречи в следующем обзоре участников второго полуфинала. Он выйдет совсем скоро, я думаю, в ближайшие 2 недели. Пока-пока.